Если вы кликнули на это видео, то скорее всего вы уже каким-то образом сталкивались с платами Blackpill от фирмы Viect или с другими ее клонами. Эта плата интересна своей ценой, компактностью, довольно высокой производительностью и неплохим набором периферии. Судя по отзывам в интернете, главной неприятной особенностью этой платы является не всегда работающий режим загрузки прошивки DFU. В этом видео я расскажу решение, которое сработало с моими платами Blackpill. Режим DFU позволяет обновлять прошивку по USB средствами самого микроконтроллера без использования программатора. Конечно, мне хотелось бы иметь такую возможность в моих устройствах. На плате справа, купленной в апреле, DFU работает без проблем, а на двух платах слева, купленных у того же продавца, но в октябре, он не работает без ухищрений. Я не нашел решения этой проблемы на русскоязычных форумах. На форуме ST Microelectronics нашел объяснение этой проблемы. Микроконтроллер всегда стартует на быстром RC-генераторе и лишь потом запускает кварц, включает PLL и устанавливает тактирование процессора и периферии. Загрузчик же для универсальности решения перед включением PLL пытается средствами неточного и зависящего от температуры RC-генератора измерить частоту кварца, и потому здесь разрешено применение кварцев с частотами кратными 1 МГц. Очевидно, что некалиброванный RC-генератор не справляется с этой задачей. Если охладить плату и угадать с моментом включения, то она запустится в режиме DFU, что подтверждает эту теорию. Как вариант решения предлагается заменить кварц на 25 МГц на кварц с частотой меньше 10 МГц. Я пробовал, это не помогло. В итоге я все же нашел решение на одном из форумов. Оно странное, но работает на моих платах. На время входа в режим DFU необходимо закоротить пин A10 на землю. Предполагаю, что в этом случае работает калибровка RC-генератора по часовому кварцу, который тоже есть на плате. По крайней мере, другого объяснения я придумать не могу. Но закорачивание пина не позволит использовать его для чего-то полезного. Поэтому я попробовал соединить его на землю через резистор. И это тоже работает. Давайте проверим и убедимся в этом. Пробуем зайти в DFU мод без резистора. Неизвестное USB устройство. Сбой запроса дескриптора устройства. А теперь пробуем зайти с резистором. STM device in DFU mode.